Дорогие друзья, приглашаю вас сегодня связать мою авторскую разработочку. Необычно. Смотрите, на каждом этапе вы можете остановиться, выполнить или цветочек, или мотив можно выполнить. Также я дам ссылочку на тесьму с подобными сегментиками или лепестками. Я использую крючок 1,4. Пряжа у меня в данном случае 100% мерсеризованный хлопок, 169 метров, 50 граммах. Вы можете взять буквально любую пряжу, любой хлопок мерсеризованный, любой толщины. У вас получится очень красиво и необычно. Присоединяйтесь. Начинаем выполнение нашего цветочка с 8 воздушных петель, замкнутых в кольцо. Считаем: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Выполнили. Я ввожу крючок в первую воздушную петелечку, выполняю соединительную. Колечко готово, и я могу приступить к выполнению столбиков без накида. Смотрите, я выполняю одну воздушную петлю, хорошо подтягиваю, и далее я ввожу крючок и буду ввязывать нить вместе с выполнением столбиков. Выполняю столбик без накида, и теперь над этим столбиком я выполняю 16 воздушных петель. Смотрите, арочку: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Выполнили. И закрепляю эту арочку как пико, то есть ввожу крючок в вершинку столбика и боковую нить. И выполняю соединительную. Вот такая арочка для моего лепестка готова. Напоминаю, 16 воздушных петель. Далее столбик без накида в колечко. И опять столбик с арочкой. Столбик без накида и 16 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Выполнили. Ввожу крючок в вершинку, соединительная. Далее вновь столбик без накида. И далее я так буду выполнять, чередуя столбики с арками и просто столбики, пока у меня не будет всего 16 столбиков и 8 вот таких арочек. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы завершаем с вами выполнение нашего кругового ряда. Смотрите, после того, как я выполнила 16 столбиков без накида, помните, мы выполнили с вами арочки, 8 штук, обязательно проверяйте. Я ввожу крючок, пропускаю воздушную очень внимательно, ввожу крючок в вершинку столбика без накида, выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен, и я могу приступить к выполнению следующего ряда. Следующий ряд, для его начала, точнее, я буду выполнять соединительные. Смотрите, для того, чтобы перейти к началу ряда, выполняю воздушную петлю, первая соединительная, далее вторая, не затягивайте, полностью повторяйте воздушную петлю, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и 8. Выполнили. Далее очень внимательно я выполняю 3 воздушные петли подъема, 1, 2, 3.
И далее буду выполнять столбик с накидом, с пико. И далее буду чередовать столбик с накидом без пико и столбик с накидом с пико. Раз, два. И я буду ориентироваться по пико. У меня должно получиться 6 пико. Смотрите, 2 готово. Раз, два и пико. Это третье пико. Раз, два. Это четвертое пико. Немножко побыстрее буду выполнять. Здесь все просто. Далее раз, два. Это пятое пико. Видите, да? Напоминаю, пико, да, мы выполняем соединительную, захватившись за 2 нити. И раз, два. Это у нас с вами 6 пико над нашим столбиком. Обязательно себя проверьте. И мы завершаем с вами выполнение нашего лепесточка. Выполняем полустолбик и столбик без накида. И в этом случае вот мы выполнили пол лепесточка, а переходим уже на следующий лепесток и будем выполнять полностью обвязочку. Я ввожу крючок, выполняю столбик без накида, далее полустолбик и далее столбик с накидом с пико. И далее, опять же, я буду чередовать столбик с накидом и столбик с накидом с пико. И буду так выполнять, пока у меня не будет 11 пико. Опять же, ориентируемся по пико. Выполняйте самостоятельно. Мы с вами выполнили все наши столбики с накидом и проверяем себя. 11 пико у нас должно получиться. И если хотите проверить по столбикам с накидом, то это 21 столбик с пико и без, то есть все вместе. Ну, по пико удобнее проверять. 11 пико, напоминаю, мы с вами выполнили. И завершаю я выполнение обвязочки. Ввожу крючок после столбика с пико, я выполняю полустолбик и столбик без накида. Берите поудобнее, потом поправите все лепесточки. Вот таким образом мы с вами будем обвязывать каждый наш лепесток. Смотрите, я ввожу крючок опять же в арочку, в следующую, столбик без накида, полустолбик и так далее. Мы выполняем обвязку всех лепестков и завершу выполнение нашего ряда я вместе с вами. Мы с вами выполнили обвязку всех лепестков и остается довязать наш первый лепесточек. Как мы это делаем? Мы с вами вводим крючок под арочку, выполняем столбик без накида. После того, как обвязали, да, вот наш предыдущий лепесток, мы продолжаем как бы работу, ничего тут нового, столбик без накида. Далее у нас с вами идет полустолбик. И далее мы выполняем столбик с накидом,
с пико. Обращаю ваше внимание, нижнюю часть всех столбиков вы хорошо подтягиваете, чтобы она плотно облегала нашу вот эту цепочку и не отличались наши столбики от наших обычных столбиков. Потому что, видите, тут как бы такая уплотненная цепочечка, да, у нас с вами идет. Далее столбик с накидом и столбик с накидом с пико. И ориентироваться будем по пико. У нас с вами должно быть 5 пико. Это у нас второе пико. Далее опять столбик с накидом и пико. Это у нас третье пико. Далее столбик с накидом и пико. Ну, точнее, столбик с накидом опять, да, будет и пико. Это у нас четвертое пико. И остается нам выполнить здесь очень внимательно столбик с накидом и столбик с накидом с пико. Это у нас с вами будет пятое пико. И давайте проверим себя, прежде чем завершить выполнение ряда. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11 пико должно быть в одном лепесточке. Выполнили все верно. И далее, смотрите, очень внимательно. Я ввожу крючок в третью воздушную петелечку подъема, которая, ну, 3 воздушные у меня заменяют столбик с накидом, да. Выполняю соединительную, хорошо подтягиваю. Я завершила выполнение ряда. Мне остается вот поправить мои столбики. И все, мы с вами обвязали все наши лепесточки. Давайте на этом этапе мы остановимся и посмотрим. Вот такой волшебный, красивый, нежный цветочек у нас с вами получился. И прежде чем продолжить, дорогие друзья, хочу вот сразу показать. Вы можете именно на этом этапе остановиться, обрезать ниточку, убрать ее, подшить в центр бусинку, и у вас получится вот такой потрясающий нежный цветочек. Можно выполнить несколько цветочков таких из остатков пряжи и украсить свое изделие. Видите, да? Очень нежно и в то же время достаточно быстро вяжется и просто. А мы с вами продолжим. И мы с вами продолжаем. Приступим к выполнению следующего ряда. Для этого мы переходим к началу ряда. Смотрите, я ввожу крючок в воздушную петлю моего пико, выполняю соединительную и далее прямо в центр пико вот таким образом ввожу крючок и выполняю еще одну соединительную. Перешли к началу ряда и продолжаем. Я выполняю 3 воздушные петли подъема, которые у меня заменяют столбик с накидом. Далее я выполняю арочку из 3 воздушных, накид на крючок. И в центр этого же пико я ввожу крючок и выполняю столбик с накидом. Вот таким образом. Обращаю ваше внимание, что это должно быть 1, 2, 3, 4, 5, 6-е пико. Вы можете себя проверить. И дальше мы на всех лепесточках будем работать именно с 6-м пико. Далее я выполняю арочку из 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Выполнили. Накид на крючок. Смотрите. И теперь очень легко по пико ориентироваться, как я уже говорила. 1, 2, 3, 4, 5. Ввожу крючок в 6-е пико. Прямо в центр вводим. Выполняем 1 столбик с накидом. Далее арочка из 3 воздушных и 2 столбик с накидом.
выполнили. Далее опять арочка из 9 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Накид. Берем следующий лепесточек. 1, 2, 3, 4, 5. В 6 пико ввожу крючок. И выполняю столбик с накидом 1. Арочка из 3 воздушных и столбик с накидом 2. Вот такая красота у нас с вами получается. Арочки. Так вы будете выполнять до конца нашего ряда. И завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение нашего кругового ряда. И после того, как мы выполнили с вами все арочки из 9 воздушных петель, я завершаю выполнение. Смотрите, ввожу крючок 1, 2 в 3 воздушную петлю подъема и выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. Давайте еще раз посмотрим, что у нас получается. Видите, вот такой красивый мотив получается. И мы продолжаем с вами работу и приступим к выполнению последнего ряда. Это ряд обвязочки. Под арку из 3 воздушных я ввожу крючок, выполняю соединительную. Далее воздушная петля, и под арочку я провязываю первый столбик без накида. Далее второй столбик без накида с пико из 3 воздушных. И под эту же арочку еще один третий столбик без накида. Вот таким образом. Далее под арку из 9 я провязываю 3 столбика без накида сначала. 1, 2, 3. Далее очень внимательно я провязываю 1 столбик без накида с пико из 3 воздушных. 1, 2, 3. Ввожу крючок в вершинку. Видите, да? Ну, как мы с вами пико выполняем. За 2 петли захватываемся. Соединительную. Далее столбик без накида. Следующий. И над ним я выполняю пико из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Ввожу крючок точно так же и соединительная. И еще один столбик без накида, только теперь опять с пико из 3 воздушных. 1, 2, 3 и соединительная. Выполнили. Далее под эту же арочку я выполняю 3 столбика без накида. Считаем 1, 2 и 3. Выполнили. И теперь приступаем к выполнению нашей обвязочки точно так же, как и здесь. То есть под арку из 3 я выполняю 1 столбик, 2, пико из 3 воздушных и столбик без накида. И далее опять же я выполняю точно такую же обвязочку здесь. И так я буду обвязывать до конца моего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. И прежде чем завершить выполнение нашего красивого мотива цветочного, я покажу еще варианты, точнее соединения наших мотивов. Смотрите, мы с вами решаем, что будем присоединяться за счет пико из 5, 3, 3, 3 и 5. И в том мотиве, который мы с вами выполняем, мы довязываем до этого момента. То есть я выполнила пико из 3 воздушных и сейчас буду выполнять пико из 5 воздушных. И выполняя последний ряд, буду выполнять присоединение. Давайте посмотрим, как мы будем это делать.
И мы с вами начинаем наше присоединение. Смотрите, после того, как мы выполнили столбик с пико из 3 воздушных, теперь начинаем выполнение столбика, столбик без накида и пико из 5. Мы выполняем 2 воздушные, и 3-ю воздушную я заменяю на столбик без накида. Смотрите, вот мой мотив, я его развернула поудобнее. Я ввожу крючок в центр пико по изнаночной стороне вот таким образом и выполняю столбик без накида. Далее 2 воздушные, и я возвращаюсь к выполнению своего мотива. То есть я завершаю выполнение пико, ввожу крючок, выполняю соединительную. Смотрите, мое пико из 5 воздушных готово, и мое соединение готово. Далее мы будем присоединяться, столбик без накида через пико из 3 воздушных. Воздушная, ввожу крючок точно так же. Все мы делаем точно так же. Пико в центр, только уже видите, 1 воздушная, 1 столбик без накида, 1 воздушная. И ввожу крючок вот таким образом соединительное, то есть завершаю выполнение пико. Вот наши 2 соединения уже готовы. И далее мы продолжаем выполнять по узору 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И у нас с вами арочка. Здесь мы выполняем столбик без накида. Столбик без накида у нас пико. И в пико опять же заменяем воздушная. 2-ю воздушную я заменяю на столбик без накида. Вот мое пико, к которому я буду присоединяться. Видите, да? Оно у нас на противоположном мотиве. Ввожу крючок, столбик без накида, воздушная. И возвращаюсь к выполнению пико. Вот таким образом. Далее столбик без накида по узору. Все, что у нас с вами идет по узору. Далее у нас 3 столбика без накида, и я остановлюсь. 1, 2, 3. И вот смотрите, наше соединение. Видите? Далее мы смотрим с вами. У нас с вами идет столбик и 3 пико, и столбик и 5 пико. И мы присоединяемся точно таким же способом. Присоединитесь самостоятельно. Мы с вами выполнили наше присоединение и завершаем выполнение нашего мотива. Смотрите, я довязала по узору до конца ряда и завершаю выполнение. Ввожу крючок вершинку самого первого столбика без накида, выполняю соединительную ниточку. Видите, я уже обрезала. Далее воздушная, и ниточку обрезаем, я уже ее обрезала. И подтягиваем хорошо. Далее по изнаночной стороне вы нить убираете вдоль полотна, ну, вдоль столбика в данном случае. Вот таким образом. И посмотрим, что у нас с вами получилось. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать потрясающие мотивы. Моя авторская разработочка. Цветочные мотивы крючком. Также рассмотрели соединение через пико. Вы можете сделать красивую ленту и украсить любое изделие. Можно сделать целое полотно из таких мотивов. Можно просто сделать, помните, мы с вами уже обговаривали, это можно просто сделать цветочек. То есть на определенном этапе работы остановиться и тоже украсить буквально любое изделие. Можете присоединение сделать таким методом, как я вам показала, а можно присоединение сделать любым методом, который вам больше нравится. То есть просто сшить, допустим, мотивы или выполнить еще сеточку нерегулярную и так далее. Я хочу еще показать вам тесьму или ленту, которую я выполню на другом мастер-классе. Ссылочка будет под видео с такими же лепесточками. И вы можете в одном изделии совместить как мотивы, так и обвязочку. Будет смотреться потрясающе, необычно, очень красиво и интересно. Давайте вот так расположу.
Да, или вот так вот положим, чтобы вам было видно. Наша обвязочка и наши мотивы. Смотрится очень нежно, красиво, необычно. Присоединяйтесь. Обязательно пишите в комментариях, что у вас получилось. До новых встреч, творческих вам успехов. И, конечно же, огромное спасибо, что вяжете вместе со мной.